Всем привет, народ! Хочу сегодня немного рассказать про замок на ножах Opinel, как его можно снять. То есть вот это вот стопорное кольцо, так называемый замок Viralog, то есть запатентованная разработка компании Opinel. Такой они придумали свой собственный замочек. Изначально у них даже раньше не было этого замка. Вот, нож открывался просто открывался и никак не блокировался, то есть он мог свободно вот так ходить, закрыться мог. И как раз то, что замок очень сильно зажимается, то есть когда деревяшка разбухает и замок начинает плохо ходить, нам это, конечно же, сейчас не нравится, а раньше это было, наоборот, преимущество, то есть благодаря тому, что дерево разбухало и замок там, и точнее клинок не болтался, он автоматически легко не мог закрыться, то есть держался в открытом состоянии. Сейчас же, конечно же, это никому не нравится, то, что замок туго ходит, хочется, чтобы он флиповал прямо в нем. Вот, потому что есть замочек. Сейчас можно закрыть, и он вам на пальце никак не сложится уже. Вот, ну ладно, мы сейчас не об этом. В общем, прикупил я вот недавно, на днях буквально себе новый Opinelчик, 9 в карбоне. Вот, но суть не в этом. Дело в том, что в новых моделях начали делать немного усовершенствованные замки. Вот. В старых моделях, которые я покупал уже давно, здесь никакой вот такой выемки нет, а в новых моделях мы видим сзади вот такая выемка появилась. Вот, замочек точно такой же, но есть вот такая выемка. Здесь же никаких выемок у нас нету. Вот, и на старых своих ножах я обычно снимал это кольцо, просто держа нож в закрытом состоянии, вот кольцо в закрытом состоянии. Просто начинаем вынимать клинок, он его подпирает, и это кольцо стопорное слетает само с него. Правда, нужно куда-нибудь упереть или направить, не знаю, в подушку, чтобы оно далеко не улетело и вы его не потеряли. Потому что оно, бывает, слетает с большой силой. Давайте сейчас попробуем. Так, давайте я буду упирать вот в этот моток паракорда. Ножик я, пожалуй, возьму в тряпочку, потому что все-таки опасаюсь я получить ножом, если он отскочит по пальцам. Так. Вот колечко мы сняли. Конечно, лучше пассатижи через какую-то прокладочку здесь хоть бумажку подложить, чтобы нож не поцарапать. Но он у меня все равно подлежит уже переполировке. Я планирую заняться этим. Немного его переделать, изменить форму клинка. Ну ладно, мы не об этом. Значит, таким образом я раньше снимал эти кольца. Вот, кольцо слетело, никаких проблем. Вот, здесь вот так вот все у нас выглядит. Сейчас я покажу, каким образом, точнее, как выглядит внутри замок этого кольца. Значит, вот эта вот выпуклость, там есть, значит, вот на этой части прорезь. И эта выпуклость туда вставляется и там ходит, когда крутится замок. Это для того, чтобы он не люфтил, и, ну, то есть, чтобы замок ходил по своему, значит, этому направлению. И также это препятствует немного снятию таким образом кольца, чтобы оно слетело. Я думаю, что с помощью силы можно что угодно сделать, но как-то мне вот не хочется даже пробовать снимать его таким же методом. Все-таки идет нагрузка на ось, она у нее, как известно, у Opinel не очень-то и твердая. Вот. Ну и также большая нагрузка на само кольцо, не хочется, ну в общем вы поняли, не хочется применять какую-то силу, мало ли чего. Поэтому такое колечко я приспособился снимать вот такой штукой. Это, значит, съемник для стопорных колец. Вот. И сюда он тоже прекрасно подошел. Я понимаю, что, скорее всего, ни у кого такой штуки нету. Можно приспособить сюда что-нибудь. Например, вот взять ножницы. Ну, у меня закругленные кончики. Например, какие-то подходящие. Хотя и эти могут подойти. Нет, эти соскакивают. В общем, вставляем вот сюда. И вот так раздвигаем кольцо, разжимаем и снимаем его. И сейчас эти ножницы у меня не подходят для этого. Вот. А вот эта штука прекрасно подходит.
вот сюда вставляем и разжимаем. Вот так кольцо разжимается и просто снимается. Вот так у нас выглядит кольцо. Вот этот пупырышек, выступающий выступ, значит. И вот так вот выглядит у нас уже в новой модели внутренности под кольцом. Вот, если в старой модели никакой проточки здесь нету, то в новой модели вот и есть проточка, и есть вот этот пупырышек, который по ней ходит. Вот, поэтому лучше всего даже и старые модели таким же способом открывать. Точно так же берем, раздвигаем. Так, снимайся. Что-то не хочет. Так, все, сняли. Лучше снимать в любом случае любые кольца именно таким методом, потому что с минимальными повреждениями, как бы. Мало ли что, мало ли какая нагрузка пойдет вот на эту ось. Она, как я уже сказал, у Опинели из какого-то мягкого металла сделана. Люди даже меняют, там хвостовики от сверл вставляют. Вот, у кого-то она бывает гнется. Ну и также нагрузку лишнюю на кольцо давать не хочется. Вот, в принципе, выбор за вами, как вам снимать свои кольца. Я вот таким методом теперь снимаю. Вот, ну и обратно одевать еще проще, чем, естественно, чем снимать. Колечко, если оно у вас сильно разболталось, например, его можно вот так позажимать несколько раз. Ну, пассатижами, какими-то там плоскогубцами позажимать. Вот. И на место просто вот так. Вот так вот оно залетает обратно. Ну и все. Как ничего не снимали. Все идеально ходит. Все прекрасно. Вот. Здесь же колечко одевается точно таким же образом. Здесь точно так же его просто надавливаем, и оно садится само на свое место. Вот, я думаю, можно и таким же способом снять это кольцо, если приложить хорошенькую силу. Оно слетит, но я, как уже сказал, я не хочу давать лишнюю нагрузку. Вот, а там уж дело за вами. Вот, потому что шпинек этот, он все-таки дополнительно удерживает кольцо, и давить придется, наверное, посильнее, чем на версиях без этого шпинька. Вот. Ну, на этом, я думаю, все. В общем-то, в дальнейших планах еще с этими опинелями прожарить их в духовке. Я не знаю, выходило это видео на момент съемки этого или оно только выйдет. Вот, значит, будем жарить в духовке. Будем вот этот вот десяточку переделывать, так сказать, кастомизировать клинок. Значит, полировать его. В общем, впереди еще будут некоторые видео по этим ножам. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно делитесь этим видео в социальных сетях с друзьями, чтобы как можно больше народу смогло увидеть это видео. Для меня все это действительно очень важно, ведь для вас совсем не сложно, а для меня большая помощь для развития канала. Вот, ну на этом все. Всем спасибо за просмотр.